Стало быть, адъютер имел место. Связь Авдеева с женой Фирсанова началась еще до гибели последнего. Да, но оба уверяют, что связь эта была исключительно платонической, и что госпожа Фирсанова оставалась верна супружескому долгу. Вы им верите? Ну, даже если так, все равно они могли желать смерти Фирсанова. Возможно, но мы не можем арестовать их за одно только желание. К тому же у обоих твердое алиби на момент самоубийства, а доведение до оного является материей тонкой и недоказуемой. Меня гораздо больше волнует наш одноглазый покойник. Вот его-то точно убили. Но, слава богу, графиня Горина о нем не хлопочет. А через недельку приедет господин Штольман. Тут мы и узнаем новости. И, Яков Платоныч, а что это вы так рано вернулись? Следствие не может ждать, Николай Васильевич. Разрешите доложить? Докладывайте. У Глюка из Затонска было 2 клиента. Один из них генерал Шувалов. Но он умер полгода назад. Я присутствовал на его похоронах. В гробу был действительно он. А протез у него был? Что? Протез. Ну, откуда я знаю, в гробу все лежат одинаково, с закрытыми глазами, Антон Андреевич. Да. Я, однако, съезжу к его вдове и все разузнаю. А кто второй? Некто Юрьев, 35 лет, очень страдал от своего дефекта, но, говорят, новому глазу радовался как дитя. Ну, Юрьева мы будем искать до второго пришествия. Ну что ж, господа, приступайте к работе. Я вас верю. Кто в него стрелял? Да сам он. Его в гимназии старшие мальчишки обижали. Так он отцовское ружье стащил. И… Господи, Сашенька, что ты наделал? Анна Викторовна, чем порадуете? Жизненно важное не задето, а вот дробь надо срочно извлекать. Мадам, скажите, а кто ж так скверно учил вашего мальчика стрелять? Иван Евгеньевич, а позвали бы вы лучше санитаров? Мальчика срочно в операционную нужно. Что же, вы будете сами доставать дробь? Сама. Это несложно. Дурак. Очень на вас похож. Сергей Александрович, царствие ему небесное, не смог протез носить. Говорит, натирает очень. Да только, я думаю, на самом деле ему нравилось с повязкой ходить, как фельдмаршал Кутузов. А этот протез у вас сохранился? Ой, да зачем он мне? Не прошло и полгода, как я отдала его какому-то калеке прохожему. У него, правда, свой глаз был другого цвета, но это мелочи. Спасибо. Он так обрадовался, целовал его и плакал. Благодарю вас. Вы мне очень помогли. Куда тащишь, Ира? Туда неси. Прошу. Вы уж извините, ваше благородие, но ничем не могу быть полезен. Понятно. Извините. Как изволите видеть, оба глаза у меня свои. Впрочем, ежели эти негодяи что-либо из лавки попрут, то хозяин может меня одного и лишиться. Вот тогда и приходите. Закончили? Закончили. А вы мне сегодня открыли с новой стороны, Анна Викторовна. С какой? А у вас, оказывается, есть жестокость. Мальчишка так кричал на всю больницу, что сестры милосердия рыдали, а у вас глаза сухие, и рука не дрогнула. Это комплимент. В нашем с вами деле жестокость необходима. Для того, чтобы спасти человека, иногда сперва необходимо причинить ему страдания. Признаюсь, такой вы мне нравитесь гораздо больше.
Господь с вами, ваше благородие. Зачем мне стеклянный глаз? Я пока со своими двумя, слава богу. Да вижу, я не слепой. Благодарю, любезный. Ваше благородие, одну минуточку. Знавал я тут одного карточного шулера. У него аккурат один глаз стеклянный. Как зовут его? Виссарион. Живой, не знаешь? Да, вроде живой. По вечерам здесь бывает в трактире. Вы только играть с ним не садитесь. В раз обчистят. Спасибо тебе, любезный. А что ты делаешь, дядя? Анет, я экспериментирую. Я провожу эксперимент. Я развиваю в себе монокулярное зрение. Весь день сегодня изучаю этот феномен. Великий Леонардо да Винчи как раз таким зрением и обладал. Вот смотри. Видишь, насколько четко и детально прописан передний план и как размыт задний. Ну, что? Если я не ошибаюсь, это называется перспектива. Именно Леонардо ее изобрел. А, так да не так. Возможно, великий мастер и сделал это открытие благодаря тому, что у него было это монокулярное зрение. По некоторым данным, Леонардо был... У него было косоглазие. То есть один глаз смотрел прямо, а другой... Вот так. Вот так. Объясняю. Посмотри сюда, а потом вон туда, на статую. И подожди, а теперь так. А теперь так. Сюда, туда, сюда, туда. Действительно, сюда. предметы на заднем плане кажутся размытыми. Вот, размытыми. Ну, значит, вашего таинственного одноглазого художника следует искать по этим признакам. Гений. Вот так. Спокойной ночи. Я рад, что поднял тебе настроение, Аннет. Вы, господин хороший, ко мне на кривой козе не подъезжайте. Я глаз этот честным трудом добыл. Честным трудом это хорошо. У кого выиграл-то? Да был тут один убогий. Я его на протез сразу приметил, хотел по-честному купить, а он ни в какую. Ну, тогда пришлось мою методу задействовать. Знают в народе твою методу. До нитки обчистить. Почему ж сразу обчистить-то? Плохо вы, ваш бродь про Виссарион, что думаете? Мы сначала по маленькой, а после, когда он уже в раж вошел, так он сам свой глаз выставил. Я его за язык не тянул. Значит, говоришь, честно выиграл. Да вот вам крест. А может быть, партеечку? А, ваш бродь? Не желаете составить? Да нет, Шуволь. Не везет мне в последнее время. Антон Андреевич? Анна Викторовна, я получил вашу записку. Рад, что вы в добром здравии. Кофе хотите? Не откажусь. Дома. Сию минуту, барышня. Изучаете живопись? Пытаюсь найти вашего одноглазого покойника. На картинках? Мне кажется, он был художник. На нем такая рубаха, перепачканная краской, в каких обычно работают художники. Уж не знаю, кем он был, но фамилия его Юрьев. И, смею вас уверить, мы опросили уже всех живых Юрьевых и родственников покойных Юрьевых, и ни единой зацепки. Он назвался вымышленным именем. Псевдоним. Псевдоним?
Ну, вот, например, Леонардо да Винчи. В его имени да Винчи значит только то, что он из маленького городка, деревушки под названием Винчи. Я этого не знал. Осталось только выяснить, есть ли в России город Юрьев. Есть, барин. Во Владимирской губернии. У меня свояк оттуда родом. Смотрите, вот эта усадьба. Это ведь совсем рядом с Затонском. Здесь буквально рукой подать. Я не знал, что у нас гости, мое почтение. Антон Андреевич. Дядя, мы его нашли. Кого его? Ну как, нашего живописца Юрьева. Соломин Глеб Герасимович родился в 1859 году в городе Юрьеве, Владимирской губернии. Да, год назад переселился близ Затонска, приобретя усадьбу. Да. Его псевдоним Юрьев. Соломин. Это ведь сейчас один из самых модных художников. Во-первых, он жив. Во-вторых, у него нет никакого дефекта зрения. Здравствуй, любезный. Это ведь дом господина Соломина, так? Он самый. Только барина дома нет. Какая досада. А скоро ли появится барин? Господа, я жена Глеба Герасимовича. Очень приятно. А вы, как я понимаю, приехали взглянуть на его работы? Совершенно верно. Специально из Петербурга, ибо интересуюсь живописью, коллекционер. Прошу в дом. Благодарю. Держи. Благодарствую. Какой прекрасный портрет. Да. Глеб написал его в самом начале нашего знакомства. 1,5 года назад. Сударыня, мне будет к вам один вопрос. Скажите, ваш муж раньше никогда… Наташа, мне сказали, у нас гости? Да, господа приехали взглянуть на твои работы. Мое почтение, Петр Миронов, коллекционер. Вот прибыл специально. Скажите, а Зинаида Петровна Головлева, то есть Миронова, была вашей супругой? Была. Какое счастье видеть вас в моем скромном жилище, господин Миронов. У вашей покойной супруги был непревзойденный вкус. Благодарю. Но мне не тягаться со вкусом Зизи. И тем не менее, я не теряю надежды, что вам что-то понравится из моих работ. Даже, может, захотите приобрести. Знаете что? Давайте сперва… Наташа, распорядись, чтобы как следует охладили блюд. Вы представите мне? О, Анна Викторовна, моя племянница. Вот как. Вы тоже увлекаетесь живописью? Да, я видела в вашем каталоге несколько картин с видами Парижа. Вы изволили там бывать? Да. Бывал в годы юности. Ходил в Лувр, учился живописи. Благодарю. Куда? Решили пойти в народ, ваше благородие. В каком смысле? Не люблю дорогих ресторанов. И правильно. Здесь оно веселее. Не возражайте, если мы с приятелем присоединимся к вам. Так, мне кажется, вы уже присоединились. Шел я как-то по Монмартру, а навстречу мне старик Мане.
Но он жил там, мы часто с ним встречались. Так вот, я ему говорю, как твои дела? А он мне отвечает, да вот как-то так, брат. Как-то так. Как-то так. Как-то так. Ой, Мане. А давно вы замужем? Скоро будет год. А вы? Я нет. А вот и не торопитесь. Отчего же? Видите ли, моя дорогая, выходишь замуж за одного человека, жить приходится совершенно с другим. Мужчины меняются после свадьбы. Что вы все об А ваш супруг сильно переменился? Это же скучно. Вот вчера на охоте я такого селезня подстрелил. Когда Глеб ухаживал за мной, казался таким робким, романтичным. Прошло месяца 2, прежде чем он решился меня поцеловать. Когда стали жить вместе, Еще брюка? он открылся мне совершенно с другой стороны. Но ведь вы счастливы с ним? Забудьте это слово, моя дорогая. Счастья не бывает. Есть лишь покой, привычка. Простите, я скоро вернусь. Давайте, господа, выпьем за то, чтобы Россию как следует тряхнуло. Ты бы, любезный, орал мне во все горло. Затонск, конечно, не Петербург, но и тут уж и найдутся. Плевать я на это хотел. России нужны свобода. Свобода вероисповедания, свобода собраний. Право на развод, в конце концов. Говори, что хочешь, а развод – дело богопротивное. Думаете, Богу угодно, чтобы люди мучились? А это уже не нашего ума дело. Вот. Сплошное мракобесие. Хоть понимаете, на что идут люди, чтобы избавиться от постылого брака? В Ярославле мне рассказали одну историю. Рассказать? Давай. Какую же? Жил себе один человек на белом свете, а жена его возьми и полюби другого. А он, благороднейшая душа, подошел к речке, вещи свои сложил и письмо прощальное написал. Выехал из города, там его и поминай, как звали. Выдумки все это. В жизни так не бывает. Чтобы не болтал, чего не попадя. Да я сам с ним разговаривал. Хороший человек, чистой душою, бородище зарос. Летом на сезонные работы отправляется, зимой пьесу пишет. Может, ты еще и знаешь, где этот отшельник обитает? Знаю. Это же вы. А он ваш брат. А знаешь ли ты, что он преступник? Ну что творится-то? Я ни в чем не виноват. Ты-то, может, и нет. А господин из Ярославля очень даже виноват. Тут лет на 5 каторги потянет. Вы же все слышали, ваше благородие. Будете свидетелем. Ох, как удача. Эй, голубчик, держи его, братец! Молодой человек, что вы позволяете? Просто забрать. Что ж творите? Господи.
Тут далеко не убежишь, милостивый государь. Анна Викторовна, какое счастье, вы снова с нами. Я хотела вас спросить, а у вас есть новые работы? Нет, ничего нового нет. Видите ли, в последнее время я стал меньше писать. Раньше живопись была для меня всем, ибо я был несчастен. А теперь, после женитьбы, в моей жизни появились иные радости. Я случайно у вас в мастерской увидела забавный автопортрет с повязкой на глазу. Я бы хотела его купить. Это очень старая работа. Как вы ухитрились ее найти? Да, видите ли, иногда я носил повязку. Развивал монокулярное зрение. Это был мой маленький секрет. Это правда. Глеб приходил на свидание со мной то в повязке, то без нее. А в последнее время вы повязку носить перестали? Я сейчас реже занимаюсь живописью. Но я с удовольствием готов продать вам этот портрет, Анна Викторовна. Друг мой, распорядись, пускай нам принесут еще брюта. Отпразднуем это? Не стоит. Я думаю, вы торгуете чужими работами. Выдающимся художником был ваш брат, а вы, скорее всего, рисовать не умеете. Да как вы смеете предъявлять мне подобное обвинение? Да, у меня есть брат-близнец Борис, но мы с ним не общаемся, и я понятия не имею, где он теперь. Что? У тебя есть брат? Почему ты никогда не говорил мне о нем? Да потому что мы с ним поссорились. И с того момента мы не знаемся друг с другом. У вашего брата не было правого глаза, не так ли? Да. С ним произошел несчастный случай в детстве. А теперь, господа, я прошу вас немедленно покинуть мой дом. Нет, останьтесь. А я все это время думала, что схожу с ума. Вас было двое. Я любила одного, а вышла замуж за другого. Ангел мой, что ты такое говоришь? Но это совершенно невозможно. Возможно. Вы убили вашего брата год назад, а его тело сбросили в реку. Мой брат был очень талантлив. Увечье подняло его талант до невиданных высот. Манера, которую он приобрел, сделала его картины уникальными. Но Глеб был ужасно непрактичен. Он не мог назначить хорошую цену и уступал свои картины за бесценок. Тогда я решил взять все на себя. То есть ваш брат писал картины, а вы их выгодно продавали? Да. Дела пошли в гору. К тому же в обществе меня узнали и полюбили. А в амурных делах вы тоже выступали от имени брата? О, нет, нет, нет. Глеб был болезненно застенчив, а вот меня женщины любили. Стоило мне один раз приударить за дамой, как она была готова на все, и вот тогда случалось, я отправлял вместо себя Глеба на свидание. Угу. Случалось, значит. Ясно. Неужели никто никогда ничего не замечал? Мы специально придумали эту легенду с повязкой. Эдакая экстравагантность модному художнику даже к лицу. За что же вы его убили? Мы оба полюбили Наталью. Глеб хотел открыться ей, а я не мог этого допустить. Ведь без него я был никем. И тогда он решил заказать протез у Глюка. Да.
Боялся, что Наталья отпугнет его увечье. А вы? Как же вы могли забыть о протезе, когда избавлялись от тела? Роковая ошибка. Невероятно. И когда же он будет здесь? Я думаю, сегодня к вечеру доставят. Конечно, надежды на то, что это Коля, мало. И тем не менее, Николай Васильевич, позвольте мне вас поблагодарить. За эти дни вам удалось сделать очень много. Ну что вы, графиня, это я вас должен благодарить. Ведь тот несчастный, которого погребли под именем вашего брата, в действительности был убит. Да, я уже слышала. Глеб Соломин, выдающийся художник. У меня есть несколько его работ. Его убил родной брат. Что творится с миром? Что творится в мире? Что творится в мире? Вы чем-то встревожены? Надежда Александровна, в городе дуэль. У меня под носом, и я совершенно не понимаю, как предотвратить назначенное убийство. Помню, у нас в посольстве в Риме однажды было что-то подобное. И знаете, что сделал мой муж? И что же? Посадил обоих дуэлянтов на месяц под арест. Гениально. Вы узнаете этого человека? Его видели в Ярославле? Мы хотели бы знать ваше имя и род занятий. Не помню я своего имени, запамятовал. Никакого греха на мне нет. Отпустите меня, люди добрые. А вы же рассказали ему, как инсценировали свое самоубийство и как вы это сделали. Да я много чего рассказываю. И приукрасить могу. Людям нравится. Хотите сказать, что выдумали эту историю? Ваше сиятельство, прошу. Николай. Обознались вы, барыня. Я не Николай. Коля. Вижу, любили вы Колю этого. А если любили, то прикажите этим господам отпустить меня. Я вам его не заменю. Пропал ваш Коля. А мне и на моем месте спокойно. Надежда Александровна, вы узнали вашего брата? Не знаю. Я не уверен. Прошу прощения, вы только что ведь узнали этого человека. Всему было видно, что он вам знаком. Да. Сперва мне показалось, что это Коля, но теперь я сомневаюсь. Николай Васильевич, позвольте мне забрать заключенного на некоторое время, ненадолго. Я должен отвезти задержанного в одно место. Куда же? Я уверен, что у меня есть свидетель, который с уверенностью опознает господина Фирсанова. Следуйте за мной, сударь.
Дружок, дружочек, иди ко мне. Иди ко мне, мой хороший, привет. Ну что, так и будете запираться? Даша, 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 что такое? Так значит, ты подтверждаешь, что слышала крики в ту ночь? Вы кровопийцев поймали? Да. Слышу, отец мой. А как не слышать-то? Тут поди-ка вся полиция под окнами бегала. Не, я не про то. Раньше полиции. Слыхала что-нибудь? Ну, может, куролесил, кто водку пьянствовал, или слова там непотребные кричал. Да, кажется, господа пьяные под окнами приезжали. Вот. Так господа-то эти пьяные, может быть, окно тебе разбили или еще какой ущерб причинили? А? Нет, батюшка. Горланили шибко, но никакого урона не причинили. Ну вот упрямая баба. Хотя у меня ж корыто с забора-то пропало. Только вот не помню, в этот день или на следующий. Так. Так это корыто, стало быть, у тебя украли? Украли. Ну вот. Ну хоть что-нибудь. Так. Сейчас мы с тобою станем жалобу сочинять. Угу. Сама-то грамотная? Нет. Да это не беда. Ты мне тут крестик поставишь, а? Так. Николай Александрович, вы признаетесь в том, что инсценировали самоубийство? Сперва и правда хотел утопиться. Не смог. А потом подумал, зачем себя губить, когда можно устроить все по-другому. Скажите, сударыня, когда вы выходили замуж за господина Авдеева, вы знали, что ваш прежний муж жив? Нет. Нет, не знала. Как ты мог? Я просто хотел, чтобы ты была счастлива. Неужели ты не понимаешь? А меня ты спросил? Спросил, хочу я такого счастья. Сговорились за моей спиной. Для вас обоих я не человек, а вещь. Ну что ты такое говоришь, Даша? Скажите, господин судебный следователь, что теперь со мной будет? Не стану скрывать, суд неизбежен, но при участии хороших адвокатов, которые, я полагаю, имеются у вашей семьи, симпатии присяжных будут на вашей стороне. Думаю, дело ограничится церковным покаянием для вас и для вашей жены. Но Даша мне более не жена. Она же вступила в новый брак. Этот брак будет признан незаконным и расторгнут. Даша, прости. Прости меня, прости, что не утопился. Прости меня, Даша, прости, Даша. Ваше благородие, госпожа Горина. Не подходи! Что ты делаешь? Остановись. Прости, сестра. Хочется жить. Да нельзя. Растяпа. Я почти год жила совершенно чужим мне человеком. А тот, кого я любила, все это время был мертв. Вам не стоит корить себя. Вас жестоко обманули. Я была слепа. Я чувствую себя виноватой перед ним. Как я могла так быстро смириться с тем, что он якобы изменился? Если бы я только могла попросить у него прощения. Сделайте это. Прямо сейчас. И он вас услышит. Глеб, я любила только тебя.
Я всю жизнь буду тосковать о тебе. Пожалуйста, прости. Господа, наливка. Благодарю, Николай Васильевич, я пас. Я тоже откажусь. Уж больно неделя выдалась тяжелой. Да, непростая. А я, пожалуй, выпью. Если у вас ко мне нет вопросов, позвольте откланяться. Да, конечно. Идите, Яков Платонович, идите. Я тоже откланяюсь. А вас, Антон Андреевич, я не отпускаю. Для вас у меня особое, чрезвычайное задание. Поезжайте в дом Клюева и немедленно доставьте его сюда. Клюева? Прошу прощения, но на каком основании? На основании жалобы. Прошу. 8 сентября сего года, напившись до скотского состояния, катался вместе с друзьями близ моего дома, чем причинил мне душевные муки совместно с бессонницей. Кричал непотребные слова. Клюев? Читайте, читайте. Слова, а именно обзывался по матери в адрес властей. Хулы в адрес государя не высказывал, но имел к тому явное поползновение, а также причинил ущерб хозяйству моему в размере 1 корыта. Опять урядник Рябко? Красиво излагает подлец, а? И все ведь со слов потерпевшей. Ну, знаете, корыто и Клюев – это ерунда какая-то. Нет, это не ерунда. Нарушение общественного спокойствия, кража, хула государя. Ну, там сказано только поползновение. А сюда и поползновение подходит. А вы что, будете перечить мне? Вы не согласны с приказом полицмейстера? Согласен. Вот так. Берите городовых и поезжайте в дом Клюева. И привезите его, пьяного или трезвого, но доставьте его сюда. Хватит нас этой стрельбы. Слушаюсь. Сегодня 6 июня 1894 года. Погода замечательная, и мы с Андреем Петровичем голоса записываем. Значит, говоришь, не принимает барин. А может быть, уехал куда? А уехались. А куда, не могу знать. А не в Петербург ли барин уехал? Может быть, и в Петербург. Обождите здесь. Извини, любезный, я обязан лично убедиться, что дома его нет. Уехал. В Петербург уехал. Трогай.
Петр Иванович, мое почтение. Доброе утро, доктор. Яков Платонович. Андрей Петрович. Господа, я обязан в последний раз сказать вам о возможности примирения. Одумайтесь. Господа, я прошу унять словам Петра Ивановича. Яков Платонович, но вы же знаете, прозекторская переполнена. Хотите, чтобы еще вы там были? Андрей Петрович, будьте благоразумны. Благодарю вас, но это излишне. Что ж, господа, я думаю, в таком случае мы можем начинать. Доктор Милл, согласите условия, будьте любезны. Господа, вы будете стреляться с 15 шагов. Причем выстрел будет произведен не поочередно, а одновременно. Я прошу вас дать письма, снимающие вину с противника в случае гибели одного из вас. Прошу, господа, выбрать оружие. Яков Платонович. К барьеру, господа. Благодарю за отсрочку. Петр Иванович, я сделал все, что мог. Сходитесь. Пли!